Около 250 лет до образования Казахского ханства. Чингисхан. Образование Казахского ханства связано именно с ним. Нет, он не был казахом. Он был монголом. Чингисхан смог завоевать многие народы, в том числе тюркоязычные, которые в основном жили на территории современного Казахстана и в будущем составили костяк Казахского ханства. Все, теперь мы все монголы на вечность. Такие, извини, но твои правнуки будут казахами. Как так? Садись, сейчас все объясню. Как я уже говорил, Чингисхан завоевал много земель, но он все-таки умер. Дети мои. Да, отец. Ага. Да, отец. Да, отец. Я умираю и разделяю свои земли между сыновьями. Но не всем, а только сыновьям от первой жены. Свои разделения Чингисхан назвал улусами. Так образовались улусы Джоша, Чагатай, Игудей и Тулю. На территории Казахстана властвовали улусы Джоша и Чагатая. И казалось бы, им надо просто отдыхать и кайфовать, но они воевали. И продолжали делиться дальше. Около 40 лет до образования Казахского ханства. Таким образом, в начале 15 века на территории современного Казахстана образовались такие государства, как Моголистан, Ногайская-Орда, Сибирское ханство, ханство Абулхаира и Мавренахр. Ага, и они все были монголами. Ура! Лучше дослушай. Как и до нашествия Чингисхана, здесь продолжали жить тюркоязычные народы, а правителями были потомки Чингисхана. Таким образом, не народ стал монголами, а правители стали тюркоязычными. Зато помогали друг другу, братья же. Понимаешь, Чингисхана, у тебя было очень много потомков, и все они хотели власти. И именно из-за этого они убивали друг друга. Просто человек, когда хочет власти, он сходит с ума. Давайте больше обратим внимание на ханство Абулхаира. Во-первых, как вы видите по карте, они больше всех занимали территорию Казахстана. А во-вторых, именно в ханстве Абулхаира жили будущие первые казахские ханы Керей и Джанибек. И пускай они были прямыми потомками Чингисхана, но считали себя уже казахами, как и Геннадий Головкин. Отец русский, мама кореянка, а мен казахпын. В то время ханство Абулхаира ханом был барабанная дробь. Правильно, сам Абулхаир. Знакомо, правда? Несмотря на это, у Абулхаир-хана было множество противников внутри страны, но он всех жестоко усмирял. Пришел во власть 17 лет, хотел исправить много лет, а я тебе скажу: нет, иди отсюда, Абулхаир, кет! У Абулхаира было почти все. Большая земля, власть, богатство. Но однажды пришли ойраты, которые являются предками джунгаров, и Абулхаир сокрушительно проиграл, став намного беднее. И тогда он придумал, как стать богаче. Он просто повысил налоги. Тем временем народ был уставший от постоянных войн, а тут еще и налоги непонятные. Не нравилось все это и будущим казахским ханам Керею и Джанибеку, и они решили уйти от Абулхаира. Абулхаир, нам все надоело, мы уходим от тебя. А кто за вами пойдет-то, а? Мы пойдем. Керей и Джанибек откочевали со своим народом в район Чу, где принял их правитель Моголистана и Синбуга. В то время хан Синбуга переживал нелегкие времена. С одной стороны была борьба за власть со своим родным братом Юнусом, которого поддерживали тимуриды и ханство Абулхаира. А еще были постоянные набеги от ойратов. Именно поэтому хану Синбуга срочно нужны были союзники, и он нашел их в лице Керея и Джанибека. Таким образом, правитель Моголистана отдал земли в районе Чу Керею и Джанибеку, и они образовали там казахское ханство в 1465 году. Ну как так получилось, что Казахстан стал таким большим? Чтобы узнать это, просто подпишись на канал и поставь лайк. И тогда в следующем выпуске вы узнаете это. Да и вообще, у меня очень много тем, которые можно рассказать. Поэтому поставь лайк, подпишись и позвони маме. Вынеси мусор, уберись дома и, наконец, поработай завтра хорошенько.